И снова приветствую всех на своем канале. Скажите, бывает ли у вас такое, когда сделаешь что-то или скажешь, а потом думаешь, лучше бы мне смолчать, или зачем же я это сделала? Мудрые советы для жизни – это именно то, что нам необходимо в трудные и ответственные моменты. Ведь порой нам не хватает жизненного опыта, чтобы поступить правильнее, мудрее. Как говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла. Эти мудрые советы для жизни – буквально инструкция на каждую ситуацию, на каждый сложный момент. Ими можно руководствоваться в повседневной жизни и при постановке целей. Буду рада, если эти советы вам помогут. Нет слов «не могу», есть слова «не хочу». Это очень сильное стимулирующее выражение. Сразу понимаешь, что все твои отговорки смешны, и на самом деле причина бездействия одна – лень. Нет смысла помогать тому, кто не хочет изменить свою жизнь, не заставить подняться по лестнице того, кто этого не желает. Никому ничего не доказывайте. Если вы пытаетесь что-то кому-то доказать, вы живете ради него. Ваш главный враг в зеркале. Разберитесь с ним, остальные сами разбегутся. Путь к успеху не знает никто, но путь к неудаче известен. Это стремление всем нравится. Узнать отношение людей к себе легко. Расскажи им о своих планах. Кто любит тебя, подскажет, что нужно делать. Кто ненавидит, раскритикует. Хочешь стать богатой? Ставь себе цель выше денег. Цените все то, что у тебя уже есть. Получите еще больше. Каждый день делайте или узнавайте что-то новое. Вернитесь с работы домой другой дорогой. Приготовьте новое блюдо, узнайте новое иностранное слово. Так ваш мозг будет активнее работать. Если сердце говорит вам «рискуй», а разум говорит «не рискуй», рискуйте, пока он не замолчит. Все проблемы человека создает он сам. Никто не заставляет людей покупать неудобную обувь, устраиваться на ненавистную работу или жить с нелюбимыми людьми. Не связывайте состояние счастья с чем-либо или кем-либо. Будьте счастливы сами по себе. Заводя новых друзей, не теряйте старых. Самая тяжелая потеря – потеря времени. Берегите здоровье. Это, пожалуй, единственная ценность, которой вы на самом деле пока что обладаете. Даже на самой веселой вечеринке постарайтесь сделать все, чтобы утром проснуться в своей постели. Если перед вами стоит выбор яблоко или печенье, то лучше выпейте стакан чистой воды. Не отказывайтесь от путешествий. Используйте любую возможность отправиться куда-нибудь. Так вы получите опыт, не постарев. Позвольте себе отдыхать от общения. Несколько дней наедине с собой действуют на организм лучше любого спа-салона. Вместо того, чтобы разбираться в ситуации, сначала решите, ваше ли это дело, и продолжайте спокойно работать. Между возможностью заработать денег и любовным романом выбирайте первое, не пожалеете. В споре рождается не истина, а мигрень. Если уступите в бессмысленном споре, то сохраните нервы, а главное – время. На неадекватных людей тратить эмоции и время имеет смысл только если вы врач, а не клиенты, которые платят за консультацию. Не бойтесь менять что-то в своей жизни, если это кажется необходимым. Чаще всего перемены оказываются к лучшему, пусть даже это просто прическа или новый маршрут. Мудрая женщина может отдавать бесконечно, ничего не требуя взамен. Но особенность ее такова, что отдавать она может тогда, пока ресурс ее не исчерпан. Поэтому, мои дорогие, предлагаю послушать советы, которые помогут вам сохранить внутренний покой, любовь к жизни и хорошее настроение. Мудрости без доброты быть не может. Будьте добрее к людям, к своим близким, к незнакомым. Это существенно облегчит вашу жизнь. В первую очередь вы мать, жена, дочь, а уже потом бухгалтер, учитель, директор. Помните об этом, что бы ни случилось. В споре рождается не истина, а головная боль. Расскажу один забавный анекдот. Приходит к священнику женщина, расстроенная, вся в ссадинах и синяках.
Батюшка обеспокоенно спрашивает, что случилось. Муж пьет, жалуется женщина, приходит домой и буянит. Места живого на мне не осталось. Вот тебе, милая, пузырек со святой водой, а ты в следующий раз, как муж пьяный придет, в рот этой воды набери и смотри, ни капли не пророни. Через месяц приходит та женщина к священнику, счастливая, цветущая, радостная. Ох, спасибо, батюшка, помогает святая водица-то. В каждой шутке есть доля правды. Молчание иногда спасает отношения. Если вы чувствуете, что вас не слышат или тон разговора повышается, а к согласию так и не пришли, прекращайте диалог. Остыв, вы гораздо проще решите ситуацию. Всегда будьте красивой. Будьте красивой в первую очередь для себя самой. Рядом с красивой женщиной и мужчина захочет быть в тонусе, начнет стремиться соответствовать. Не оправдывайтесь усталостью и недомоганием. Уважайте своего мужчину. Уважение женщины созидает мужчину, а не любовь и презрение разрушают. Позволяете ли вы себе говорить о нем? Да что он может? Или, как всегда, ничего у тебя не получилось? Навсегда забудьте эти выражения. Вы должны его вдохновлять, а не унижать. Заботьтесь о себе. Балуйте себя. Если вы, уставшая, приходите с работы, готовите ужин, параллельно проворачивая еще гору дел, а после ужина, уложив детей спать, садитесь за подработку, о какой нежности и любви может идти речь? Вымотанная, утомленная женщина ничего не может дать своему мужу и детям. Разберитесь со своей нагрузкой, делегируйте часть полномочий, а затем сядьте и напишите список дел, которые приносят вам удовольствие. Встречаться с подругами, принимать ванну с пеной, бродить по улице должно быть не меньше 20 пунктов. В моменты усталости доставайте этот список, выбирайте один из пунктов и срочно отправляйтесь выполнять. Все, что вы делаете, делайте искренне. Любите, грустите, радуйтесь всей душой, не жалея эмоций и теплых слов. Мир любит честных людей. Не пускайте скуку в вашу жизнь. Многим людям свойственно жить по накатанной, годами работая на одном месте, готовя одни и те же блюда, отдыхая в одних и тех же местах. Не дайте паутине завесить вашу жизнь. Встряхнитесь сами и встряхните ваших близких. Оставайтесь загадкой для мужа, придумывая постоянно что-то новое. Устраивайте спонтанные свидания, отправляйте мужу смешные СМС, кладите в кармашек детям мешочки с поцелуями. В общем, придумывайте. Мы только и делаем, что ждем. То лето, то Новый год, то счастье. Не ждите. Будьте счастливы сегодня. И помни, твоя личная внутренняя свобода начинается тогда, когда ты сумеешь сказать «стоп». Не себе, нет, но всему тому, что не для тебя. Если кто-то или что-то не цепляет, огорчает, не устраивает, противоречит твоим принципам, взглядам, мечтам и не представляется ценным, значит, стоп. Ты и только ты выбираешь свое окружение и свои интересы. Ты решаешь, кого можно впустить в свою жизнь, а кого из нее вычеркнуть. На что потратить свое время и эмоции, а на что не обратить внимания. И так во всем. Помни, что единственный капитан твоей жизни – это ты. Этот список правил далеко не полный, но, думаю, у каждой из нас есть свои личные секреты, что каждая может сама дать мудрый совет для жизни. Поделитесь, какими мудростями руководствуетесь вы, и какие мудрые советы для жизни вы бы посоветовали, исходя из собственного опыта. Знайте, что на канале «Жизнь женщин» можно найти много полезной и интересной информации. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и комментарии. До новых выпусков. Пока!